Сегодня наш гость – полярный медведь, или как его называли в мультфильме 1969 года «Умка». Он же значится во всех хрониках полярных станций как белый. Он же северный медведь или просто Ашкур-Нанук. Зверюга эта довольно популярная, чтобы рассказать о ней нечто новое. Но порой достаточно просто напомнить о величии творений матушки природы. Ведь белый медведь – это крупнейший сухопутный хищник нашей планеты и близкий родственник бурого медведя. Где-то далеко, на бескрайнем севере, по льду, на котором волки и ходить-то боятся, вальяжно переваливаясь с лапы на лапу, бредет самый большой мясоед на планете. В этих краях он отнюдь не чужой. Его степень приспособляемости к местным условиям воистину поражает. Начнем с шубы, которая у белого мишки всегда по погоде. Толстый слой подкожного жира защищает его от мороза и кормит, когда никого нет рядом, чтобы съесть. Толстая шкура черного, как ни странно, цвета поглощает ультрафиолетовые лучи, которые в свою очередь проходят через слой теплого белого, прозрачного меха. Да, шерсть белых медведей на самом деле прозрачная, а не белая. Она выглядит белой из-за того, что прозрачные волосы отражают видимый свет. Она лишена пигмента, а внутри полая. Такой механизм отлично пропускает ультрафиолет, а назад тепло не выпускает. Из-за этого мишка может жить в крайне низких температурах. Интересно, что в зоопарках шерсть медведя часто становится зеленой. Это связано с тем, что в теплом климате в его волосах заводятся колонии микроскопических водорослей. Самый крупный белый медведь весил чуть более 1 тонны и имел длину около 3 метров. Высота этого медведя, стоящего на задних лапах, составляла 3 метра 40 сантиметров. В среднем же длина туловища самцов составляет около 2,5 метров. Высота в холке бывает до 1,5 метров, а средняя масса белого медведя варьируется в пределах 800 килограммов. Медведицы в 1,5 раза меньше. Обычно их вес не превышает 300 килограммов, хотя беременные самочки могут весить и 500. Кстати, в доисторическую эпоху плейстоцена, около 100 тысяч лет назад, на Земле жил гигантский белый медведь. Его размер составлял около 4 метров в длину, а масса тела достигала 1200 килограммов. У белого медведя грузное массивное туловище и крупные мощные лапы. В отличие от прочих представителей рода, шея полярных медведей вытянутая, а голова с маленькими ушками имеет уплощенную форму, но с характерным для всех медведей вытянутым лицевым отделом. Челюсти зверя чрезвычайно мощные, с хорошо развитыми острыми клыками и резцами. Хвост белого медведя совсем короткий, имеет длину от 7 до 13 сантиметров и практически незаметен из-под плотного меха. Лапы белого медведя оканчиваются 5 пальцами, вооруженными острыми нефтяными когтями внушительной величины, что позволяет хищникам удерживать самую крупную и сильную добычу. Подошвы лап покрыты грубой шерстью, что предотвращает скольжение на льдинах и не дает лапам замерзнуть. Кроме того, белые медведи отлично плавают и ныряют, а между их пальцами располагается плавательная перепонка, помогающая при длительных заплывах. Белые медведи – могучие и выносливые хищники, очень ловкие и быстрые для своего веса и внушительных габаритов. На суше скорость белого медведя в среднем составляет 6 км в час, а при беге достигает и 40. За сутки животное может преодолеть расстояние до 20 километров и при необходимости может плыть без остановки несколько дней. Известен факт, когда самка белого медведя без остановки плыла до места кормежки 9 дней. Правда, за это время она потеряла до 20% массы своего тела и своего детеныша. У полярных хищников отлично развиты слух, зрение и обоняние. Белые медведи обладают одним из самых развитых чувств обоняния среди млекопитающих, способны учуять потенциальную добычу на расстоянии до 32 километров и под слоем льда толщиной в 1 метр. И представьте, наш белый монстр что-то услышал. Кто-то, пытаясь остаться незамеченным, скребется в нескольких сотнях метров подо льдом. Это маленький, но очень милый морской тюлень Нерпа. Оно проделывает во льду полыньи,
воды, чтобы подышать после недолгой рыбалки. У нее тоже очень хороший слух, поэтому, чтобы ее поймать, Мишке придется проторчать некоторое время без движения на морозе, у маленькой дырочки в холодном полу. Обычно нерпа, не будь дурочкой, делает несколько полыней, чтобы снизить риск быть съеденной. Но медведь терпелив. Он убивает ударом лапы по голове за долю секунды и вытаскивает тушку на лед, где и поедает. Первым делом белый медведь ест шкуру и сало убитой жертвы. И только будучи очень голодным, поедает мясо своей добычи. Благодаря такому рациону в организм животного поступает огромное количество витамина А, который накапливается в печени. За один раз взрослый белый медведь съедает около 8 килограммов пищи, а сильно проголодавшись до 20. Остатки трапезы подъедают песцы, вечные проводники и нахлебники полярного медведя. Эта хитрая белая лисичка часто делит трапезу с белым мишком с его молчаливого согласия. Кстати, ролик о белых лисах вы сможете найти на нашем втором канале «Планета Земля». В случае неудачной охоты наши суперхищники довольствуются рыбой, падалью, разоряют птичьи гнезда, поедают яйца и птенцов. Белые медведи довольно терпимо относятся к своим сородичам при поедании крупной добычи, например, мертвого кита, около которого может собраться большая группа хищников. Несмотря на то, что белые медведи часто рассматриваются как одиночки, они могут проявлять сложное социальное поведение. Наблюдения показывают, что медведи могут мирно сосуществовать на местах обильной пищи и даже участвовать в социальных играх. Забредая на материк, белые медведи охотно копаются в помойках в поисках пищевых отходов и грабят продуктовые склады полярных экспедиций. Растительный рацион хищников составляют травы и водоросли. Кстати, белые медведи не едят пингвинов. Знаете почему? Напишите в комментариях. Другой не менее эффективный метод охоты заключается в переворачивании льдины, на которой отдыхают тюлени. Нередко белые медведи охотятся на моржей, особенно молодых и слабых, но справиться с противником, вооруженных смертоносными бивнями, способны только на льду. Медведь подкрадывается к добыче на расстоянии около 10 метров, а затем резким прыжком атакует моржа. А мы перейдем к более интересным подробностям. Размножаются мишки с марта по июнь. Самцы устраивают кровавые поединки за женщин своей мечты, а потому среди мужчин высокая смертность. После полярной ночи любви, примерно в октябре, беременная самочка выкапывает себе берлогу, в которую залегает на зиму. Там у нее рождаются самые настоящие умки. Медведи-самцы, как правило, не спят. Зимой они бродят голодные, злые, в надежде съесть какого-нибудь полярника. Кстати, а вы знали, что белые медведи могут свободно скрещиваться с бурами? Они дают необыкновенно красивые гибриды, которые называются полярные гризли, попросту пизли. Ищите большой ролик про медведей тоже на канале Планет Земля. На свете обычно появляется от 1 до 3 детенышей, чаще 2 медвежонка, совершенно беспомощных и крошечных, весом до 700 грамм. Шерстка медвежат настолько тонкая, что зачастую их называют голыми. Первое время потомство интенсивно питается материнским молоком. Через месяц у медвежат открываются глаза. Спустя еще месяц маленькие белые медведи начинают короткие вылазки из логова, а в возрасте 3 месяцев уже покидают берлогу и вместе с матерью отправляются странствовать по ледяным просторам Арктики. До 1,5 лет медвежата продолжают молочное питание и находятся под охраной матери, а после начинают самостоятельную жизнь. Смертность среди детенышей белого медведя составляет от 10 до 30%. Медведица приносит потомство 1 раз в 3 года и на протяжении жизненного цикла производит на свет не более 15 детенышей, что указывает на слишком низкий потенциал увеличения популяции этих животных. Нападение белых медведей на людей, как правило, происходит на их территории, на просторах Арктики, вдали от населенных пунктов. В случае прямого физического контакта у эволюционировавшей обезьянки нет шансов. Благодаря своим исполинским размерам белые медведи имеют не очень много врагов в естественной среде обитания. В воде на них может напасть морж или касатка. На суше жертвами волков, песцов и собак иногда становятся маленькие медвежатки, оставшиеся без присмотра, не слишком бдительной или зазевавшиеся матери. Основную угрозу белому медведю представляет человек с ружьем. К сожалению, даже охранный статус не всегда спасает этого гиганта Арктики от вооруженных браконьеров. На территории России шастает почти 6 тысяч таких зверей, а во всей Арктике около 25 тысяч. Так что пока катастрофического вымирания им не грозит. В природных условиях белые медведи живут около 30 лет, а зафиксированный рекорд продолжительности жизни в неволе составляет 45. Уважайте белого медведя, который черный внутри, белый снаружи и зеленый в зоопарке. Для тех,
те, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!